И снова здравствуйте! Для начала расскажу вам одну историю, которая произошла с моим знакомым. Привет, Артем! Купил он свое первое в жизни колесо, и им оказался InMotion V10. Проходит один день, и он мне пишет: Юра, я хочу поменять свой V10 на V8F. Я говорю: как же так, Артем? Ведь V8F, у него менее емкий аккумулятор, у него менее мощный мотор, у него уже покрышка. Какие преимущества в нем нашел? На что он мне отвечает: Юра, я один раз поднял V10 на свой 5-й этаж и больше этого делать не хочу. Я каждый раз, когда буду выходить на улицу, буду думать, а стоит ли мне взять свое колесо или, может быть, в этот раз обойдусь без него. Ну и ко всему, у нас давненько на канале не было обзоров новых колес, так что встречайте, у нас в гостях колесо InMotion V8F. А за то, что этот обзорчик увидел свет, я прошу вас в комментариях поблагодарить Марию, которая купила первое в своей жизни моноколесо и сразу же, не открывая, не распаковывая, отдала мне его на обзорчик. Ну, сильно затягивать не будем, время распечатывать. Я спер одну фишечку у других блогеров. Давай! Давай, ловлю! Давай! Какая ты медлительная! Итак, моя первая распаковка InMotion V8F в жизни. Здесь у нас заботливый продавец предложил документы. Мы, естественно, передадим Марии. Узнаю InMotion. Коробка внутри коробки. Да! Вот он, InMotion V8. Коробка номер 2. Что же мы здесь имеем? Инструкция в стиле InMotion. А запах пахнет InMotion. Две подушечки для медиальных лодыжек, большеберцовой кости. И понятно, провод для зарядки. Вот здесь и сама зарядка. А вот и сама зарядка. Я думаю, что ничего мы здесь сильно нового, наверное, не увидим. Или все-таки увидим. Увы, 84 вольта, 1,5 ампера. Ничего нового, зарядник тот же самый, что на InMotion V8. Ну и, собственно, само колесо. Ох, дай мне силы. Да ну нафиг! Да! Ну, естественно, первым делом хочется сравнить V8F с V8. И самое главное отличие здесь — это бесспорно размер логотипа. В V8 он составляет 7,5 сантиметров. А в V8F он уже равен почти 10 сантиметров. Поэтому, если вам важен размер логотипа, не сомневайтесь, выбирайте V8F. Конечно же, я немного иронизирую. Первое, что бросается в глаза, V8F выглядит несколько крупнее. И основная причина этого заключается в том, что корпус расположен немножко выше. Здесь сразу с завода установлены мягкие подушки. И, честно говоря, на ощупь у них есть очень интересная функция. Они как будто с некоторой памятью. Вы когда прожимаете эту подушку, она в этом промятом состоянии находится еще некоторое время. Вообще говоря, для езды это должно быть удобно. И второе, что бросается в глаза, это педали. Во-первых, они стали больше. Они также покрыты шкуркой, как и V8. У них также есть вот эта резиновая вставочка, которая на самом деле в V8 выполняла функцию шипа. Здесь она выполнять эту функцию, скорее всего, не будет. Ну, в основном по той простой причине, что торчит она совсем незначительно. Наверное, про педали стоит еще сказать, что шкуркой покрыта почему-то не вся поверхность педалей. Я не знаю, насколько это будет удобно, но мне кажется, что было более целесообразно покрыть всю поверхность. Кроме того, в модели V8F компании InMotion
кажется, наконец-то справилась с проблемой провисания педалей. Да, мам? Они поменяли стойки, они поменяли механизм раскладывания, и очень хочется надеяться и верить, что педали больше, так же как в V8, провисать не будут. Разъем зарядки фактически не претерпел изменений, он остался таким же, какой и был. Возможно, это и хорошо, унификация и универсальность наше все. Ну, конечно, скажем, у компании Kingsong разъем Lenovo мне нравится больше, не надо по 100 раз тыкать в разъем, прежде чем попадешь в нужное положение. Но все это мелочи. Кнопка стала красной, и здесь самое главное изменение, которое мне очень-очень нравится, для меня очень долгожданное, она не включается сразу, то есть... Сука! Кнопка включения колеса теперь стала красного цвета, но главное ее преимущество в том, что она теперь не реагирует на быстрые и кратковременные нажатия. Для того, чтобы включить колесо, ее надо подержать некоторое время. Я считаю это достаточно важным улучшением, потому что на V8 я неоднократно задевал эту кнопку сумкой или рюкзаком, из которого я пытался что-то достать. В V8F установлен абсолютно новый мотор мощностью 1000 Вт. С учетом того, что мотора в большинстве случаев фактически хватало для нормальной спокойной езды, здесь уже будет некоторый резерв и, возможно, можно будет немножечко полихачить. Одним из самых удачных решений у InMotion V8 была кнопка отключения мотор колеса. И здесь она, к счастью, осталась без изменений. Также InMotion V8F немного набрал в весе, и теперь он весит порядка 15 кг. Фара выглядит абсолютно аналогично, но когда я провел небольшой тест, видно, что InMotion V8F фара светит на порядок ярче. Еще стоит отметить, что производитель наконец-то обратил внимание на проблемы, которые происходили и в V10, и в V8, и наконец-то отнесся посерьезнее к гидроизоляции. Теперь и радиатор контроллера посажен на герметик, и в арке колеса мы тоже его можем видеть. У меня, как у владельца InMotion V8, сразу возникли некоторые вопросы. А точнее, какие запчасти можно взять из InMotion V8F и приделать к себе на InMotion V8. И первое, что притягивает взгляд, и это, конечно же, крышки. К сожалению, крышки от InMotion V8F не совсем подходят для InMotion V8. Возможно, их можно как-то приколхозить, но они не один в один. Второе, что хотелось бы задействовать, это широкие педали. Ну и тут придется потерпеть небольшое фиаско. Дело в том, что эти педали подходят к стойкам InMotion V10 или InMotion V10F, но совсем не подходят к стойкам InMotion V8. А вот если менять педали со стойками, то я подозреваю, что такой вариант вполне пройдет. Более того, кроме установки широких педалей, вы получаете еще один бонус. Ваш корпус становится выше, и таким образом вы можете беспроблемно установить покрышку 2,125 дюйма, а вполне возможно войдет даже и покрышка 2,5 дюйма. Но на всякий случай, перед покупкой стоек, все же для начала проконсультируйтесь с вашим продавцом. В аккумуляторе абсолютно такое же количество элементов, но они стали более качественные. Поэтому емкость аккумулятора поменялась с 480 на 520 Вт-час. Как вы видите, улучшение меньше, чем на 10%, но скоро мы возьмем два этих колеса и проверим разницу пробега на одном заряде аккумулятора. А также я поделюсь своими ощущениями от езды на данных колесах. Телескопическая ручка V8F не претерпела изменений, ее также приходится продавливать внутрь, для того, чтобы она вылезла. Ну и конкретно у этого колеса она ходит достаточно туго. Возможно, ее надо смазать, может быть, она еще разработается, время покажет. Покрышка стала немного шире, но, собственно, они вернулись к той версии, которая изначально устанавливалась в V8. Это 2,125 дюйма. Ведь уже более года на V8 устанавливается покрышка шириной 1,9 дюйма. Честно говоря, у меня было два InMotion V8. Первый был с покрышкой 2,1, второй был с покрышкой 1,9. И сказать, что есть какая-то особая разница, я, пожалуй, не могу. Но в любом случае увеличение ширины покрышки даст небольшой прирост по мягкости, а значит и по комфорту езды. Итак, что мы имеем в итоге? На 10% больше аккумулятор, на 25% мощнее колесо, на 1000% мягче подушки и на 1 000 000% краснее кнопка. А теперь самое время
поехать и сравнить два этих колеса по ощущениям и по пробегу. Но все это будет уже в следующем выпуске, который выйдет совсем скоро. А пока что я прощаюсь с вами, Анатолич, чертово колесо. Пока-пока!